Когда мы начинаем изучать CSS, border radius выглядит как самая простая вещь на свете. Поставил 4 пикселя, скруглилось. Указал 50%, получил круг. И жизнь удалась. Но чем дольше ты работаешь, тем чаще замечаешь странные формы, которые просто не получаются на глаз. И в какой-то момент становится понятно, что border radius это не просто одно число, а целая система координат. В этом видео мы не будем ничего заучивать. Мы просто разберемся, как думает браузер. А когда ты поймешь логику, ты больше не будешь гадать, ты будешь управлять. Начнем с базы. Перед нами квадрат 500 на 500 пикселей. Зададим ему border radius 30%. И тут самый частый вопрос: 30% от чего? Проценты в border radius считаются от размеров элемента. И по горизонтали, и по вертикали отдельно. В квадрате это не так заметно, потому что ширина и высота равны. Каждый угол здесь это дуга, радиус которой равен 30% от стороны. Поэтому наша форма выглядит симметричной и аккуратной. Важно зафиксировать этот момент, потому что все остальное в этом видео будет логическим продолжением этого правила. Почему прямоугольник ломает ожидания? Теперь поменяем форму элемента. И на страницу вместо квадрата я добавлю два прямоугольника. Первому задам border radius 110 пикселей. Пиксели это жесткое значение. Браузеру все равно, квадрат у нас или нет. Он просто берет 110 пикселей и применяет их ко всем 4 углам. Поэтому результат стабилен и предсказуем. Во втором варианте зададим border radius 30%. А вот здесь начинается то, из-за чего многие думают, что border radius работает как-то странно. По горизонтали у нас 30% от ширины, а по вертикали 30% от высоты. Но ширина и высота у нас разные. Поэтому верхние углы выглядят иначе, чем нижние, а левый и правый визуально не совпадают. Это не ошибка, это следствие того, как считаются проценты. И если ты это понимаешь, ты можешь использовать это осознанно, а не бороться с этим. 4 значения и логика обхода. Теперь давай усложним. У нас опять есть квадрат на экране. И в этом примере для border radius пропишем 4 значения подряд, без запятой, через пробел. Здесь важно не просто запомнить порядок, а понять принцип. Браузер всегда идет по часовой стрелке. Верхний левый угол, верхний правый, нижний правый угол, нижний левый угол. Если ты когда-нибудь путался, представь, что ты обводишь элемент с верхнего левого угла взглядом по часовой стрелке. В этом примере один угол почти круглый, другой вытянутый, третий минимальный, а четвертый где-то посередине. Уже здесь форма перестает быть геометрической и начинает выглядеть органично. Это тот уровень, где border radius перестает быть про рамки, а начинает быть про дизайн. Слэш – момент, где большинство теряется. Добавим на страницу два одинаковых квадрата. А в CSS для первого пропишем border radius 4EM, 8EM, а для второго то же самое, но между ними поставим слэш. Без слэша браузер читает это так. Горизонтальный радиус равно вертикальный радиус. А слэш разделяет оси X и Y. Все, что слева, это ось X, а все, что справа, Y. То есть по горизонтали у нас угол 4EM, а по вертикали 8. В результате угол становится эллиптическим, а не круглым. Если ты хочешь, чтобы форма выглядела дорого, а не по дефолту, слэш твой лучший друг. Разберем следующий пример. 8 значений для border радиуса или как браузер рисует блок. В пятом примере у нас опять квадрат. Для наглядности я обозначил каждый вертикальный и горизонтальный угол своей буквой. В CSS добавим такую строчку: border radius и 8 значений, 4 до слэша, 4 после. Каждое значение отвечает за свой угол по горизонтали либо по вертикали. Давай разложим это в голове. Первая строчка это 4 горизонтальных радиуса по кругу. А, Б, С, Д. Вот они здесь. Вторая строчка это 4 вертикальных радиуса в том же порядке. F, G, H, E. Вот здесь. Каждый угол теперь это отдельная формула, а не просто число. Поэтому форма выглядит так, будто она сделана в графическом редакторе. Но на самом деле это просто математика плюс CSS. И да, такие формы отлично анимируются, масштабируются, не теряют в качестве и не требуют SVG. И напоследок анимация. В HTML добавим div с классом shape. Это будет наш квадрат. В CSS, как и ранее, из 8 значений зададим border radius. Вот у нас получилась такая фигура, только с помощью CSS, с разными радиусами углов по вертикали и по горизонтали. Так как мы будем анимировать значение border radius, зададим плавность анимации в 1 секунду easy out. Пропишем саму анимацию. Называться она у нас будет morph. Длительность 4 секунды. Плавность easy in out. Бесконечно. Both и alternate. С помощью keyframes, ключевых точек, пропишем саму анимацию morph. Начинаться она будет с 0% и заканчиваться на 100. В начале анимации возьмем наши стандартные значения, а в конце border radius 40%, 60%, без слэша.
Посмотрим. Вот у нас уже получилась такая плавающая форма. Давайте нашему div shape еще пропишем сплошной цвет границы. И бонусом в наш div shape мы добавим еще один div с классом BG. И с помощью inline стилей пропишем ему background image, картинку, которую я уже сохранил в папке img. Пойдем в стили, обратимся к нашему BG. Позиционировать мы его будем абсолютно внутри нашей формы. Для этого мы пропишем нашему shape position relative. Он будет родителем для нашего бэкграунда. Для div BG зададим ширину 142% и высоту 142%. Вот мы уже видим эту картинку. Position absolute, left top по 50% и с помощью transform позиционируем ее по центру. Background size cover и background position center-center. Сейчас она у нас находится сверху нашей формы. Нашему shape мы пропишем overflow hidden, то есть ограничим видимость внутренности. И вот такой эффект мы получили. Этот эффект часто считают сложной графикой, хотя это всего лишь навсего один div и несколько строк CSS. И вот самое главное, что нужно уяснить из этого видео. Border radius — это не магия. Это проценты, оси, порядок и немного воображения. Теперь, если ты понимаешь, как браузер считает, ты больше не подбираешь, ты проектируешь. Если видео для тебя было полезным, поддержи лайком и подпиской. И дальше мы будем разбираться еще глубже.